Возьмем такие марки автомобилей: BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover. Что их объединяет? Да, они покинули нашу страну, но сейчас не об этом. Их объединяет то, что у масел Рольф есть официальные допуски этих производителей. Причина проста. Рольф Lubricants GmbH со штаб-квартиры в Германии организовала процесс блендинга в России, а все компоненты возят из-за рубежа. Каким образом, не вникал, но это правда. Зайдите на сайт компании rolfoil.ru. Письма от этих капиталистических компаний опубликованы там. Масло Рольф производится в технопарке UPEC, United Petrochemicals, а это современный завод с передовым оборудованием. На каждом этапе производства многоступенчатый контроль качества. Это гарантирует стабильность заявленных характеристик готового продукта. Здесь до 2022 года также были локализованы зарубежные гиганты масляного рынка, позже ушедшие из России. А еще моторные масла Рольф регулярно проходят тестирование в лабораториях, аккредитованных производителями автомобилей, и сертифицируются. Оставил ссылку в описании. Посмотрите, узнаете много полезного про масло. До Волоколамска идете? Да. Нет ничего более приятного, чем окунуться в детство, уже больше похожее на выдумку. Запах бензина, одеколона Саша и дыма, а девчонки спереди сидящие пахли свежестью и каким-то яблочным шампунем. И все время болтали без умолку, а мы болтались и подпрыгивали на кочках. О, вспомнил. В нашу школу в детстве на таких автобусах детей из соседних деревень привозили. И был там такой персонаж Курочкин. Он или в школу не приходил, или приезжал в сопровождении участкового. Пару уроков проходил, участковый уходил по своим делам, и вместе с ним уходил Курочкин. Профессиональный прогульщик был. С чего началась история данного автобуса? С идеи. Идея, рожденная не от хорошей жизни, но очень практичная и логичная. На основе грузовика построить автобус. Сама идея сформировалась сразу же, как грузовики появились как класс. То есть при царе Горохе в тридевятом царстве, в 30-м государстве, за морем. У нас на Руси основательно к созданию коробочек приступили в середине прошлого века. Венцом творения стал ГЗА-651, который размножался на всевозможных заводах со страшной силой. Но особенно он прижился на Павловском заводе и на Курганском. И на Курганском святую конструкцию сохраняли до последнего. 651 на базе ГАЗ-51 логично в какой-то момент устарел по всем направлениям. Тем более появился новый грузовик ГАЗ-53. Это дало толчок к проектированию нового автобуса, не сильно выбивающегося из концепции старого. Короче, пытались натянуть старые кости на новый скелет. Не получилось. Зато получился новый автобус КАЗ-685, и он был современнее и комфортнее. Согласен, только капотная часть другая, так все то же самое. Но на минуточку заскочим в салон, и вы все поймете. В старом было 20 посадочных мест, а тут 21. И не в том смысл, что на одно посадочное место стало больше,
А смысл в том, что расстояние между сиденьями увеличилось. О комфорте позаботились. Итак, из чего вообще делался КАВС, который в какой-то момент обрел литеру М, модернизированный? Да как всегда, на раме собирался домик, каркасный и обшивался жестью. Он имел широкие окна по бортам, изящные окошки на корме и одну основную дверь. На корме также был проход, но назовем его техническим. Можно ли снять домик с рамы? В теории да. На Горьковском автозаводе специально для кавзиков разрабатывали шасси. В него входила рама, моторный щит и капотная часть. Кстати, передние крылья и решетку можно снять единым элементом. Ну, это я так просто к слову. Так вот, курганцы на заводе шасси еще под себя допиливали. Запаску размещали под задним свесом, устанавливали свое лобовое стекло, подножку мастерили. А во второй половине 80-х решили еще разок все модернизировать. Причина простая – модернизация материнского грузовика ГАЗ. И вот теперь КАВС 685М стал КАВС 3270. Суть осталась прежней, но улучшения все равно были. Кстати, что из цифры 3270? Это новое обозначение автобусов в СССР вообще. Где 3 говорит о длине 6, 7,5 метров, а 2 о том, что перед вами автобус. Две последние — порядковый регистрационный номер модели. Если говорить про подвеску, она изначально отличалась от ГАЗ-53 в лучшую сторону. Рессор было больше на корме. Они были длиннее, да и амортизаторы, не положенные грузовику, тут были с избытком, аж 4 штуки. Спереди также рессоры и амортизаторы. Грузоподъемность условно нового кавзика увеличилась с 4 до 4,5 тонн. И под капотом вроде как всегда, но мотор уже ЗМЗ 5311, улучшенный и немного мощнее на 5 коней предыдущего. Он V-образный, 8-цилиндровый, рабочим объемом 4,3 литра. Номинальная мощность 120 лошадиных сил при 3200-3400 оборотах в минуту. А еще здесь закрытая система вентиляции двигателя, новый карбюратор, ну и так по мелочи. Но на слух незначительные улучшения уменьшили расход топлива с 25 до 19 литров на сотню и увеличили моторесурс двигателя до 250 тысяч километров пробега. Салон, как я говорил, не супервместительный. Максимальное количество пассажиров и сидячих, и стоячих 30 человек. Кто сидит, тому повезло. Сиденья мягкие, в меру скользкие. Кто стоит, тому не повезло, если он ростом высокий. 1840 миллиметров от пола до крыши. Расстояние между рядами 46 сантиметров. Попами тереться в самый раз. А не надо было так вырастать. Зато летом не жарко, окошки открываются. Есть два люка. На 685-м был один впереди, который считался еще и аварийным выходом. Теперь запасный выход. Это боковые стекла. Разбей стекло, выдави окно. Есть поручни. Но такие себе поручни, чтобы удержаться. Есть поручни на спинках. Зато зимой здесь тепло. Есть дополнительный обогреватель, в котором вроде радиатор москвичевский. А я вас обманул. При аварии выдернуть шнур за кольцо и выдавить стекло. Забываю я такие уже транспаранты. Отделка салона всегда была светлая, но грустная, арголитом и пластиком. Вернее, пластик бумажно-слоистый, БСП, ГОСТ 959076. А если на нем был рисунок декоративный, он становился ДБСП. Им отделывали и мебель, и интерьерные вещи. В 70-х годах ДБСП производили на комбинате Мосстройпластмасс в подмосковных Мытищах. Водитель имеет свою дверь. Да, она невелика, но зато то, куда ты попадаешь, комфортное рабочее место. Место, где более чем предостаточно. Ну, широка страна моя родная. Панель приборов,
своя, не газоновская, своя. Так как на дворе уже были 80-е годы, то материалы модные, но убогие. Это мое мнение, я никогда не любил этот пластик. Но он сверху, а все остальные элементы, в том числе корыца для приборов и выключателей, стальные крашеные. Справа располагается строй выключателей освещения всевозможного. По центру нужные приборы. Справа тумблеры, в которых еще предстоит разобраться. Бардачок какой-то маленький. Колоночка присутствует. Явно родная. Женщины, ГДРовские переводилки. Красотки. Так, разобрались. Да, совсем забыл сказать, что пассажиры в салон попадают после того, как водитель открывает дверь. Логично, логично. А механизм открывания двери прост, надежен и суров. Идеально. Ладно, на старт. Так, тут скидка 5000, а здесь вообще 10, посмотрите. И я сейчас про автоспот.ру. На сайте собрали актуальные предложения на прохождение очередного ТО. Главное – забить марку своего автомобиля. Итак, выбирайте свой автомобиль и ТО, которое планируется. Открывается карта с ценами, на которой легко можно определить, куда выгоднее всего ехать обслуживать авто. Причем все предложения только от официальных дилеров и проверенных сервисов. Поэтому, если у вас новый автомобиль, это и вовсе лучший способ сэкономить и сохранить гарантию. А чтобы зафиксировать за собой скидку, всего лишь нужно оставить заявку в 2 клика. Кстати, еще и приложение на телефон появилось. Вот, скачивайте, посмотрите. Парни, это удобный ресурс, который не требует с вас подписок и прочей ерунды. Ссылку я оставил в описании. Трогаемся со второй, трогаемся со звуком печали. Все подобные автобусы с ним трогаются. И разбегаются не благодаря, а вопреки законам физики. И со стороны кажется, что делает это с трудом. А на самом деле очень даже бодро. Если сделать скидку на то, что это грузовик с домиком. Ожидал тяжелого руля, но нет. В городе, наверное, будет сложновато, а за городом, между деревнями в самый раз. Тормоза порадовали, двухконтурные, барабанные, с гидроприводом и усилителем вакуумного типа. О как! Что хочется отметить. При внешнем сходстве всех коробочек на базе ГАЗ-53 они год от года по мере возможности улучшались. Возможностей было немного, но коллектив старался. Кавзики, несмотря ни на что, были популярным транспортом в городах малых, на селе и на предприятиях, где требовался простой и неприхотливый автобус. А удобная тарантайка. Все в ней хорошо. Тепло, светло. Летом, конечно, жарковато, но кто на это обращал внимание? А какова проходимость у нее легендарная была. Я ничего плохого ни про кавзики, ни про пазики говорить не буду. И вам не советую. Кстати, автобус можно разогнать до 90 км в час. Не смело, конечно, но можно. До какого года выпускался автобус? Точно пытались прекратить выпуск коробочек в конце 80-х. Мол, по техрегламенту машина сильно устарела и не соответствует нормам каким-то. Но главный инженер завода нашел лазейку. Переименовал КАВС-3270 в КАВС-3271 и обозвал специальным автобусом. Таким нехитрым способом протянули производство до 1991 года.
Сразу скажу, в Льялово, в музее ВБВ есть на что посмотреть и на что поохотиться. Техника из нашего прошлого. Короче, охота продолжается, и меня это радует.